Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Я вам сегодня расскажу про такой корабль, как Дрейк Буканир. Начнем с описания этого корабля. Буканир был разработан с нуля, чтобы летать и сражаться так же, как вы живете. Никаких кожаных салонов и гиперподушек. Буканир — это боец, созданный для маневренности и сражений в более тяжелой весовой категории. Этот суровый истребитель может эксплуатироваться в самых тяжелых условиях, чтобы сохранить жизнь настоящим космическим экипажам. Внешний вид данного корабля напоминает мне чем-то корабль из Звездных войн. Дизайн аккуратный, кроме огроменных движков и большого количества вооружения. И, кстати, хвостовое оперение, скажем, как у Гладиуса, у него отсутствует, как и управляющие поверхности. По визуалу скорее нравится, чем не нравится. Вид сзади просто шикарен. Особенно движки с изменяемой геометрией сопла. Но еще один момент. Сильно выпирающий нос корабля как будто вообще не от него. Ну и крылышки, которые частенько вам отламывают вместе с пушками, которые на них закреплены. По корпусу у данного корабля мы имеем 9480 единиц, а щитов 2240. Давайте пробежимся еще по одноклассникам. У Гладиуса 7294 корпуса и 4480 щита, на секундочку. Arrow 8680 корпуса и 2240 щита. Но и самый живчик, Хавк, 11200 корпуса и 4480 щита. Скажем так, второй с конца по ХП. По вооружению тут у нас все супер. Четвертая пушка, 2 третьих и 2 первых. Добротный секундный залп. И 4 вторых ракеты. У Гладиуса 3 третьих пушки и 2 третьих ракеты и 4 вторых. Arrow имеет 3 третьих пушки и сдвоенную турель под управлением пилота с 2 первыми пушками. Ракет у него 6 вторых. Хавк имеет целую батарею орудий, правда мелких, 4 вторых и 2 первые, и без ракет. Оружие на Буканире мне как минимум зашло из-за 4-го размера, и оружие самое большое в классе. По стоимости за него попросят почти 1,7 миллиона внутриигровой валюты, а на сайте он вам обойдется в $110. Гладиус же почти 2,5 миллиона внутриигровой валюты и, внимание, $90 на 20 меньше, чем Буканир. Arrow уже почти 2 миллиона внутриигровой валюты, а на сайте $75, самый дешевый. Хавк за игровую валюту 2,7 миллиона, а на сайте всего-то $100. Почему Буканир самый дорогой, непонятно. И напоминаю, плейлист по обзорам кораблей в Star Citizen потихонечку разрастается, и думаю, за ближайшие полгода-год рассмотрим довольно большое количество кораблей в этой игре. Также будет ссылочка на мой телеграм-канал, где выходит различная информация и анонсы по поводу того, что происходит на канале. Ссылочка в описании и закрепленном комментарии. Маневренность корабля в космосе есть, но есть одна проблема. У нас худшая маневренность в классе. Но мы, благо, не бревно, как какие-нибудь средние корабли. Но маневренность плохая. Но зато у нас самая высокая скорость по прямой среди всех одноклассников. Маневренность на планете в атмосфере позволяет нам даже сделать так, чтобы наш пилот потерял сознание. Но другие корабли поворачивают лучше. Попробовал также на нем пойти в гонки, и мне прям вот честно не понравилось, я ожидал большего. Но не стоит забывать, что даже визуал корабля показывает нам, что у него очень мощные ходовые двигатели. И да, мы самые быстрые по прямой в классе, что не может не радовать, конечно же. И сейчас у нас нету новой механики полета и аэродинамики. А когда она будет, то будет, судя по всему, очень грустно. У нас нету хвостового оперения, ребят, и очень маленькие крылышки. И очень большие движки и пушки. Бой на этом корабле прекрасен, если забыть про маневренность. Уверенный залп с 5 орудий сносит корабли NPC на ура. Все, что маленькое, рассыпается при условии, что вы попадете по мелочи. Потому что реализовать весь урон тяжеловато из-за размеров маленьких кораблей. Корабли как Atlas Black долго не живут под вашим натиском. Vanguard Sentinel не является проблемой для нас, как и на удивление фрилансер, у которого, если вы не помните, щита в 3 раза больше, чем на Катласе. Уничтожение корабля Vanguard тоже прошло без проблем. Главное не попасть под его залп вблизи. С Корсаром пришлось повозиться, но все равно он был разобран без проблем и вообще без урона по нам. И каким-то чудом на одной жизни в арена Командер я доехал на нем до Хаммерхеда, но, увы, помер, так как летал довольно грязно и подлетал слишком близко. Да и маневренности не хватало, чтобы крутиться вокруг него на близкой дистанции, чтобы его турели по нам не попадали.
Если что, мои дорогие, одноклассников в плане легкие истребители гораздо больше, чем те, про которые я говорил. Нужно будет как-то собрать всю эту информацию и сделать, скажем, топ легких истребителей в Star Citizen. Пишите, как вам эта идея, кстати. По кораблю могу сказать следующее. По ощущениям, это не истребитель для маневренного боя с одноклассниками, а скажем так, перехватчик, задача которого догнать корабль побольше и снести его как можно быстрее, благодаря своим в кавычках большим пушкам. Одноклассники его перекрутят, ну либо просто сдуют его из-за его маленького количества щита. Да и плюс, почему-то он самый дорогой за реальные деньги из тех, про которые я говорил. Что, как по мне, довольно странно, учитывая, что в игре он стоит дешевле всех. Кораблик приятный, очень удобный, быстрый, с самым, наверное, мощным вооружением в классе. Если вас не интересует маневренный бой против одноклассников, то смело его берем. Если хотите летать в ПВП против игроков, то тут он под вопросом. Напишите, как вам, мои дорогие, эта передвижная орудийная платформа, и чтобы вы выбрали себе на постоянку из легких истребителей, и почему. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся в космосе.